Всем привет! Второе видео за эту неделю на моем канале, это, можно сказать, большой прогресс. Если вы хотите посмотреть, как я делала этот маникюр, сейчас в правом уголке выпрыгнет на него ссылочка. Маникюру примерно 3 недели, с виду он выглядит неплохо, но если посмотреть под светом, то матовый ток не очень хорошо себя повел. И есть такие вот как царапины и ссадины. На среднем пальце это повреждение от швейной машинки. Девочка работает швеей, и буквально за день до маникюра она себе почти прошила ноготь иголкой. Вот такой вот трешак. Как всегда, я начинаю со снятия старого покрытия. Это у меня твердосплавная фреза с синей насечкой, и я начала работать практически на максимальных оборотах. Не знаю, почему я не делала этого раньше, но быстрее идет процесс снятия маникюра в целом. Длину мы не убираем, потому что клиентка хочет немножко ее отрастить. Я ее всего лишь подправлю пилочкой. Опил формы на всех 10 пальчиках я выполнила практически за 15 минут. Здесь, по сути, особо пилить нечего, просто чуть-чуть освежить форму и в некоторых местах пройти сверху по ногтевой пластине для того, чтобы выровнять поверхность после снятия фрезой. Кутикулу я, как обычно, отодвигаю апельсиновой палочкой, где, возможно, я отковыриваю сразу птериги, где нет, буду работать фрезой. В предыдущих видео я вам рассказывала про то, что перешла на фрезы с синей насечкой, практически ими всегда работаю, а с красной фрезой у меня для особых случаев, так скажем. Ну и сейчас вы можете видеть, как ею быстро все это очищается, хотя с виду ногти казались чистые, но когда начинаешь работать, то отшелушивается вся вот эта вот пыль, птериги, и заодно очень хорошо обрабатывается ею боковые валики для того, чтобы их не резать, потому что если мы их срежем ножничками, то они потом очень быстро нарастут, и у клиентки будут чесаться зубки для того, чтобы откусить. Ну, правда, эти боковые валики мешают, я сама периодически грешу и незаметно сгрызаю себе, особенно на безымянных пальцах. После того, как все 10 пальцев обработаны фрезой, я срезаю кутикулу. Работаю всегда конвейерным методом. Единственное, только для съемок могу отдельно снять для вас самый красивый средний безымянный пальчик, и потом я все равно вернусь к тому, чтобы обрабатывать все поэтапно, потому что вместе со съемкой это занимает достаточно много времени. Иногда мы выполняем очень классные работы, но девочки торопятся, я просто не успеваю снимать. Поэтому вы видите только часть работы. Если вы хотите, чтобы я снимала еще какие-то дополнительные процессы, либо больше снятий оставляла в видео, напишите мне об этом в комментариях, для того, чтобы я знала, что вам больше нравится смотреть. Дизайн я начала выполнять с нанесения базы, и хочу вам забежать наперед и сообщить о том, что выравнивать ногтевую пластину под этот дизайн не нужно, потому что там будет много слоев материала и может получиться потом в итоге просто плюшка. Я начала это делать на черновом большом пальчике, он у меня только один получился с выравниванием, а все остальные я просто тонким слоем прошлась базой.
После базы я наношу Камильфо Moon Crush. Это такой гель-лак молочный, смешанный с блесточками. Он очень красиво переливается. Летом это был вообще самый популярный гель-лак, наверное, у многих мастеров. И опять же, я наношу очень тоненьким слоем и его не просушиваю, потому что на него мы сейчас будем приклеивать камифубики. Приступаем к нанесению камифубуки. Напомню еще раз, что гель-лак с блестками у нас не просушен, и на мокрый слой мы приклеиваем вот такие вот штучки. Единственное, что обращаю ваше внимание, чтобы вы все крупные элементы больше стягивали на середину ногтя, потому что они будут топыриться. После того, как вы нанесли все элементы на ноготь, можете просушивать его в лампе. Дальше я перехожу к тому, что все торчащие боковые грани вот этих камифубуки я заполняю твердым гелем. У меня это гель от Silkar, ссылочку на магазин, где я его покупала, я вам оставлю в описании. И тут я возвращаюсь к тому, что на начальном этапе не нужно было делать выравнивание базой, потому что при таком слое ноготь получился бы достаточно толстым. Сейчас я делаю выравнивание гелем, докладываю в нужных местах, там, где мне не хватает материала, и уже гелем делаю выравнивание ногтевой пластины. После того, как все торчащие части были замурованы гелем, я снимаю липкость и перехожу к опилу. Во-первых, твердый гель я опиливаю всегда, потому что на торцах он может сколоться. Плюс снимаю лишнюю толщину, потому что, я повторюсь, я эти камифубуки просто заливала гелем, чтобы там ничего не торчало. Поэтому лишнее надо сейчас пилить пилочкой, чтобы ноготь имел ровную красивую форму. После опила я еще раз прохожусь обезжиривателем по ногтю, все это смываю лишнее, особенно обращаю ваше внимание, нужно это сделать в боковых пазухах, потому что пыль от геля очень любит туда набиваться. И перекрываю топом, у меня топ Rubber от Couture Color, он хорошо перекрывает всю ногтевую пластину, и им можно сделать до выравнивания, если где-то у вас там некрасивый блик получился. Теперь я буду выполнять еще полировку кутикулы с маслом. У меня здесь силиконово-карбидный шлифовщик, он мягкий по абразиву, и аппарат я включаю на самые низкие обороты, то есть там где-то 4-6 тысяч, и работаю очень быстро, еле дотрагиваясь до кожи, ну, то есть без нажима, потому что так будет клиентке неприятно. После окончания полировки я еще раз обезжириваю ногти для того, чтобы снять остатки масла. Вот такой маникюр у нас получился в итоге. К сожалению, камера все равно до конца не передает тот эффект, который получился, но я его назвала в своем инстаграме аквариум. Не знаю, может он по-другому называется, если не права, можете меня исправить, но переливается он действительно классно, потому что некоторые элементы видно в одном освещении, некоторые видно в другом. Ну, как сказала клиентка, работы завтра не будет, я буду сидеть и смотреть на свои ногти. Если вам понравилось мое видео, то не забудьте ему поставить лайк, подписаться на мой канал. И спасибо вам за просмотр. До новых встреч!